Привет, я Ира и добро пожаловать в блог Интроверт. Сегодня я хочу поговорить о марках, которые посвящены Антарктиде. Недавно я выложила вот эту страницу у себя в Инстаграм, и она вызвала большой интерес. Но поговорить о марках, посвященных Антарктиде именно сегодня, 5 января, я хочу не только поэтому. 5 января 1956 года, а именно 65 лет назад, первый дизель-электроход с экспедиции на борту подошел к берегам шестого континента. Это был дизель-электроход «Обь». Этому событию посвящена вот эта марка. Началу исследований в Антарктиде. Дизель-электроход «Обь» же мы видим, например, на вот этой сцепке, которая выпущена к десятилетию антарктических исследований. Этот корабль был флагманом антарктической экспедиции. Капитаном его был Иван Ман. Также «Обь» мы можем увидеть на марке, выпущенной в 1963 году. Здесь мы видим дизель-электроход и карту Антарктиды с открытыми на тот момент на ней станциями. Также карта Антарктиды есть и на верхней сцепке. Она занимает ее центральную часть, потому что именно в этом году, в 1966-м, был выпущен первый антарктический атлас, что и написано на этой марке. Также здесь указаны станции, которые открыты были к тому времени. То есть это Восток, Мирный, Молодежная. Первый антарктический атлас был выпущен в мае 1966 года, состоял из 2 томов и включал в себя все наработки, все исследования, которые проделали ученые за 10 лет пребывания на шестом континенте. Это и карта рельефа местности, уникальные фотографии, графики. Чуть не забыл один очень важный нюанс. На предыдущей марке, на этой, есть надпись «Антарктида – континент мира». Это отсылка к договору об Антарктиде, который вступил в силу в 1961 году. Это был первый международный договор, который регулировал использование вооружений в годы Холодной войны. Исходя из этого договора, нельзя было применять любое вооружение ниже 60 градуса. Этому договору, десятилетию этого соглашения, была посвящена марка, которая вышла в 1971 году, договор об Антарктиде. Также, согласно этому договору об Антарктиде, это помимо того, что это демилитаризованная зона, это еще и международная территория, то есть ни одно государство в мире не может претендовать на антарктические территории. Первой задачей, которая стояла перед экспедицией, им нужно было развернуть первую полярную станцию. Экспедицией руководил Михаил Михайлович Сомов, знаменитый полярный исследователь. Станция была готова спустя 39 дней после прибытия полярников в Антарктиду. 13 февраля 1956 года на ней подняли государственный флаг, она начала свою работу. Она не просто так была названа «Мирной», это в память о подвиге Фадея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, которые открыли шестой континент. Один из шлюпов, на которых они совершали свой поход, назывался «Мирный». Антарктида была открыта 200 лет назад. И этому событию была посвящена марка, например, которая была выпущена в 2019 году в июле. На ней мы видим парусник «Восток» и парусник «Мирный». Выпущена марка была тиражом 40 миллионов, если мне не изменяет память. Также этот парусник мы можем увидеть, например, на марке, которая выпущена к 145-й годовщине открытия Антарктиды. Вот она, это марка 1965 года, и на ней мы видим парусник «Мирный» и сзади него парусник «Восток». Спустя 5 лет, к 150-летию открытия Антарктиды, была выпущена серия из 2 марок. На первой из них шлюп «Восток» и шлюп «Мирный», и вдалеке антарктический континент. А на второй первая антарктическая станция и карта Антарктиды, на которой нанесены работающие на тот момент станции. Последняя марка из верхней сцепки, на ней санно-гусеничный поезд.
На таких вездеходах передвигались полярники по ледяному континенту. Вот на таком, например, был достигнут впервые полюс недоступности. Мы видим такой же вездеход на марках 1963 года, и на ней написано на этой марке «К полюсу недоступности». Третья экспедиция, которая прибыла в Антарктиду в 1958 году, на вот таком вот вездеходе добралась до полюса недоступности. Это самая удаленная от берега точка Антарктиды. На расстоянии 2000 километров от Мирного была открыта станция с одноименным названием «Полюс недоступности». Проработала она полгода. Первый же вездеход, санно-гусеничный поезд, вышел в свой первый поход 2 апреля 1956 года с первой полярной экспедицией. Ее целью было открытие второй полярной станции, станции Пионерская. На подготовку санно-гусеничного поезда, который состоял из 6 пар саней, ушло 2 недели. На нем установили жилой модуль для 11 членов экипажа, а также кампус. Все остальное место заняли продовольствием, топливом, научным оборудованием и строительными материалами для станции Пионерская. На преодоление 375 километров до назначенной точки у экспедиции ушел месяц. Также в этой серии 1963 года есть марка, посвященная полярной авиации. Полярные летчики вложили очень много в изучение как Антарктиды, так и Арктики. Например, первым добрался до полюса недоступности полярный летчик Иван Черевичный. Это было 25 февраля 1956 года. Ну и последняя марка из этой серии. На ней мы видим китобойное судно «Советская Украина». Этот корабль был самым крупным в своем классе. На нем можно было одновременно перерабатывать 75 туш китов, а работали на этом производстве более 600 человек. Для поиска 100 млекопитающих использовали вертолеты, которые спокойно могли садиться на плавбазу. Корабль проработал с 59-го, когда его спустили на воду, по 87-й, когда промышленный бой китов был остановлен. За ненужностью корабль продали Турции, где разобрали на металл. В год 50-летия антарктических исследований была выпущена серия из 3 марок, посвященная Антарктиде. Выглядит она вот так. Выпущена была в 2006 году. Ну и на сегодня это все. С вами была я, Ира. Спасибо за внимание и до новых встреч в влогове интроверта.